Last hour we were looking at Abraham. На прошлом часу мы с вами рассматривали историю Авраама. And remember when I mentioned the scattering, I mentioned that the scattering, that was a pivotal event in world history. И когда, помните, я говорил про рассеяние, я говорил, что это был поворотный момент во всей мировой истории. God, before the scattering, is kind of working with all humanity, all mankind. До рассеяния Бог, кажется, трудился на равных со всем человечеством, со всеми людьми. But when the nations essentially rebel, God rebels or sets aside the nations. Но когда народы взбунтовались, то Бог, по сути, просто все нации отставил в сторону. And beginning with Abraham, now he's going to deal with a particular group of people, the descendants of Abraham. И начиная с Авраама, теперь уже Бог будет трудиться через определенную группу людей, через потомков Авраама. So rather than all peoples of all nations have free access to God, То есть вместо того, чтобы дать всем людям и всем народам свободный доступ к Богу, access is going to be through the nation of Israel, through Abraham's descendants. будет через народ Израилев, через потомков Авраама. We started to look at a biblical foundation for the И nations. мы начали с вами рассматривать библейское основание для народов. We said they were rooted in the purposes of God. И мы говорили о том, что сама идея народов, она укоренена в целях Божьих. That could be implied all the way from Genesis 1:28 and other passages. И это мы можем вывести из всей главы 28 книги Бытия и других отрывков. Nations come about as a result of that judgment at Babel. И мы можем сказать, что народы появились как результат Божьего суда. But nations still are subject to the sovereignty of God. God controls the sovereign. Но народы все еще находятся под суверенным контролем Бога. Бог все еще обладает властью над ними. Nations are never independent, even though they abandon God. Народы, даже несмотря на то, что они отрицают, они отвергают Бога, они никогда не независимы в полной One of мере. the purposes of the nations is that people have opportunity to seek God. И одна из целей Божьих для народов в том, чтобы у людей была возможность искать Бога. And now with the Abrahamic covenant, we can add a fifth point to our foundation of the nations. И теперь уже с Авраамовым заветом мы можем добавить пятый пункт к нашему библейскому основанию для народов. The nations will now be blessed with their dependent on their relationship to the nation of Israel. Народы God's people. сейчас благословляются через их взаимоотношения с Израилем. It's not man's own efforts or materialism or naturalism that's going to bless mankind. Человечество благословляется не собственными усилиями человека, не материализмом, не какими-то достижениями. It's going to be dependent on their relationship to Israel. Благословение дается через взаимоотношения с Израилем. Now we're going to begin to also see that God is going to use the nation of Israel or the nations to discipline His people. И также мы начали видеть, что Бог использует другие народы для дисциплинирования своего народа, Израиля. He's going to use Egypt to develop them as a people and a nation. Бог использует Египет для того, чтобы помочь им развиться как народу, как нации. He's going to use the period of the judges to discipline people for idolatry during that period of time. Будет использовать период судей для того, чтобы дисциплинировать народ по причине идолопоклонства. The gospel comes from Jesus Christ, who comes from the nation of Israel. Евангелие пришло к нам через Иисуса Христа, который в свою очередь пришел через народ израильский. So God uses the nations to discipline, and another one would be like Babylon. И Бог использует народы для дисциплинирования Израиля, и еще один пример это Вавилон. Even the Roman Empire in the first century is used as a judgment and a discipline from God. И даже Римская империя первого столетия была использована Богом для суда над Израилем и для дисциплинирования Израиля. Who destroyed the nation of Israel in 70 AD? Кто уничтожил народ израильский Иерусалим в 70 году? It was the Roman Empire. Римская империя.
But that's not the total destruction. We'll talk some more about that as well. Но это было не полное уничтожение, и мы об этом еще поговорим также. So that's a biblical foundation for nations. Итак, это библейское основание для народов. In fact, this is a foundation that is useful in helping to understand world history as it pertains to different nations. И вообще-то это хорошее библейское основание, которое помогает понять мировую историю и то, как развиваются судьбы народов в ней. So we could summarize the rest of the book of Genesis. И мы можем суммировать, подвести итог все оставшиеся части книги Бытие, Based on that covenant with Abraham, основываясь на вот этом завете с Авраамом. but it's reiterated or given again to Isaac. Этот завет снова повторен Исааку. The record of Isaac is chapter 25:19 through the end of chapter 26. Повествование об Исааке это с 25 главы 19 стиха до 26 главы. Those are the passages that pertain directly to Isaac. Это отрывки, которые напрямую говорят об Исааке. Remember, Isaac is actually born in part of the time frame of Abraham, chapter 21. И вы помните, что родился сам по себе Исаак еще в дни жизни Авраама. But he's in the background of the story of Abraham. Но он как бы в истории Авраама, пока он маленький, он идет как бы фоном. Now Isaac will also live into the period of Jacob. Но также мы видим, что Исаак будет жить в течение жизни Иакова. But Isaac again will be in the background of the story of Jacob. Ну и опять же, Исаак в истории Иакова является как бы частью исторического фона. The only passages that deal directly with Isaac are the few there, 25, the end of 25 and 26. Отрывки, которые напрямую говорят об Исааке, так сказать, Исаак в расцвете сил. But Это contained вот in 25-26 глава. Но продолжая эту тему, we have a mention of the covenant. мы в истории Исаака и последующей истории Иакова видим упоминание о завете. We don't have a covenant in chapter 12, it is simply promised. Мы не видим завета в 12 главе, там это просто обетование. Part of the promise is repeated in chapter 13, 14 through 17. Часть этого обетования повторена в 13 главе, в 14-17 стихе. Reinstituted, or actually instituted the covenant in chapter 15 with Abraham. Завет официально учрежден в 15 главе, когда Бог заключил его с Авраамом. It's confirmed in chapter 17, verses 1 through 21. Он подтвержден в 17 главе, с 1 по 21 стих. And then confirmed again after the attempted sacrifice of Isaac, chapter 22, 15 through 18. Потом снова подтвержден после попытки Авраама принести Исаака в жертву, глава 22, So just to Abraham, there are 1, 2, 3, 4, 5 mentions of the covenant. То есть даже в жизнеописании Авраама мы видим 5 упоминаний о завете. And then it's reinstituted to Isaac in chapter 26, verses 3 through 4, and then in verse 24. Завет переучрежден, то есть он повторен с Исааком. 26 глава, 34 и 24 стих. And then again reinstituted under Jacob in chapters 28 and also chapter 35. И далее он снова переучрежден с Иаковом, 28 глава и 35 глава. And the record of Jacob we have in chapters 27 through 36. И повествование об Иакове мы видим в главах с 27 по 36. And like I said, Isaac lives through some of that, but he's in the background. И как я сказал уже, Исаак живет в течение многих из этих событий, он еще жив, но он как бы уже больше как фон идет. The focus is on Jacob because he will be the father of the 10 tribes, Фокус or именно 12 tribes. на Иакове, поскольку именно Иаков станет отцом 12 колен. And then the covenant, as I said, is reiterated in Jacob. И, как я уже сказал, далее завет будет переповторен с Иаковом. When we talk about the period of Moses, it's remembered in Exodus.
И когда мы будем говорить уже с вами о Моисее, то о завете помнят, мы читаем об этом в книге Исход. In fact, it's remembered throughout the period of the nation of Israel, even as late as in English is 2 Kings 17:15. И вообще говоря, об этом завете помнят и далее, даже в период царств, уже на позднем этапе периода царств, 4 царств 17, о завете еще помнят. So that covenant is very, very important. Поэтому этот завет весьма-весьма важен. Then the record of Genesis ends with Joseph, who's a transitional person, patriarch. Повествование книги «Бытие» заканчивается с повествованием об Иосифе. Это такой переходной персонаж. And the record of Joseph is chapters, oh, this is Joseph, 37 to 50. Ну и запись повествования об Иосифе, это 37 глава и до 50. Now we could talk about partial fulfillment И мы можем говорить о частичном исполнении of the Abrahamic covenant. I gave you Galatians 3, where it's partially fulfilled in Christ. Авраамова завета, и я приводил вам ссылки Галатам 3 глава, Деяниям 3 глава, где говорится, что завет частично исполнен во Христе. And Peter also speaks of partial fulfillment in chapter 3, verses 25 and И 26. Петр также говорит о частичном исполнении завета в Деяниях 3 главе с 25 по 26 стих. In fact, that looks ahead to the kingdom where the Abrahamic covenant will be ultimately fulfilled. И на самом деле в этих стихах он как бы уже заглядывает в будущее, в тот период, когда Авраамов завет будет исполнен в полноте. So we've seen the Abrahamic, or Abraham and the covenant. Итак, мы видели с вами Авраама, мы видели завет. And fourthly, we could talk about a implication of justification by faith. И в-четвертых, мы с вами можем поговорить о выводах, которые можно сделать касательно оправдания по вере. I mentioned justification by faith because we've said that God is working the rest of world history to reverse the problem of evil. Помните, я упоминал уже оправдание по вере и говорил, что Бог вообще во всей мировой истории трудится для того, чтобы отмотать назад, устранить последствия грехопадения и устранить зло в мире. So we saw all the major elements of the doctrine of salvation with Adam and Eve. И все ключевые аспекты доктрины о спасении мы видели уже в истории Адама и Евы. We saw the Genesis flood as an illustration of the doctrine of salvation as well. И мы видели также и потоп Ноев как иллюстрацию доктрины о спасении. So also in Abraham we have the beginnings of the doctrine of salvation in justification by faith. И также в жизни Авраама мы видим доктрину о спасении и особенно тот ее аспект оправдания по вере. Remember, it's Paul that refers in the book of Romans back to Abraham, justified by faith. Помните, как апостол Павел в послании к римлянам обращается к примеру Авраама, говоря о нем как об оправданном по вере. So justification involves the forgiveness of sin. That's one aspect of it. И оправдание включает в себя прощение греха, это один из аспектов. This is kind of the negative aspect. It's a removal of sin, the removal of the negative. Это вот как бы такой негативный более аспект, это удаление греха, удаление чего-то плохого. But remember, justification is a legal term, Но a помните, term used in a courtroom. оправдание это юридический термин, термин, который используется в зале суда. It's not only the removal of sin, but it's also the imputing of righteousness. И оправдание это не только устранение греха, но это вменение праведности. That's a positive aspect of justification. Это позитивный аспект оправдания. Both are present when you talk about И justification. когда мы говорим об оправдании, то имеет место и тот, и другой аспект. And Abraham was justified by faith. И Авраам был оправдан по вере. That's Paul's point in Romans chapter 4. Это мысль Павла в Римлянам 4 главе. Now, when we speak of justification, it makes us positionally righteous before God. И когда мы говорим об оправдании, то оправдание нас делает в позиционном смысле праведными перед Богом. Not experientially, it's not that we're suddenly sinless.
это не говорит о нашей практической жизни, о нашем опыте. То, что мы оправданы, не означает, что мы в тот же момент стали безгрешными, перестали грешить, и вот But нету before, засветиться. before God, we stand totally justified, totally forgiven. Но перед Богом мы стоим полностью оправданные, полностью прощенные. And the Christian life is a walk of faith where we grow in righteousness. И христианская жизнь – это жизнь веры, когда мы возрастаем в праведности. The life of Abraham is an illustration of a life of faith. И жизнь Авраама – это иллюстрация жизни по вере. His faith sometimes is strong, sometimes it grows, Иногда его вера сильная, иногда мы видим, что она возрастает, sometimes he fails. иногда мы видим его провал. So the Christian life is a process of growing, making mistakes, but then getting Back on track. back, into fellowship. Христианская жизнь – это процесс, это когда мы живем, мы делаем какие-то ошибки, но потом возвращаемся снова в общение с Богом. That's the experiential growth in righteousness. Это вот практический рост в праведности, праведность, которая в реальной нашей жизни, в нашем опыте But the проявляется. moment we trust in Christ, we have justification positionally. Но в момент, когда мы доверились Христу, мы оправданы позиционно перед Богом. So that's the major implication, one of the major implications of Abraham. И вот это ключевые выводы по жизни Авраама. And we can praise our Lord that He will fulfill all that He has promised. И мы можем славить нашего Господа, потому что Он сдерживает свои обещания. And even entered into covenant. И даже в завете. That's the next major event, Abraham. Итак, это следующее ключевое событие, это Авраам. Which leads us to another event, another major event of world history. И это переносит нас уже в следующее ключевое событие мировой истории. The next major event is the Exodus. Следующее ключевое событие это исход. This is after Genesis, so we have completed Genesis. It's taken us, what, 5 days to complete. Это уже после книги Genesis. Бытие. Мы закончили книгу Бытие. Нам 5 дней почти понадобилось, чтобы закончить книгу Бытие. 5.5 days. 5,5 дней. Now we're going to look at the rest of the Old Testament. Теперь рассмотрим галопом остаток Ветхого Завета. But the rest of the major events just simply build on this foundation that we've laid. Но все остальные события, они на самом деле уже строятся на том основании, которое мы заложили. And basically, a lot of it is fulfilling some of the things that God has promised and entered into covenant. И на самом деле значительная часть этих событий просто исполнение всего того, что Бог пообещал и по поводу чего Он устанавливал завет. The Exodus is an example of what God is partly doing in fulfilling what He promised to Abraham. И вот исход это вот тоже пример того, что Бог делает, частично исполняя обетование, данное Аврааму, исполняя завет, заключенный с ним. Now, obviously, we can't look at every passage in chapters 1 through 14, but that's the focus of a cluster of events. Ну, очевидно, мы не можем свернуть в деталях по все события, сопутствующие исходу, но это, очевидно, фокус вот этого массива событий. The events leading up to the deliverance of the children of Israel. Все эти события, они ведут к избавлению народа израильского из плена. We could outline the entire Old Testament. In fact, if you want a summary of the Old Testament, you could say it's an anticipation of Messiah. И мы можем кратко подвести итог всего Ветхого Завета в двух словах. Ветхий Завет говорит нам об ожидании Мессии. We've looked at a major portion, in fact, a major division of all the Old Testament. И мы, на самом деле, взглянули уже на ключевую часть, на ключевой раздел Ветхого Завета. That's the book of Это Genesis. книга Бытие. I call that the origin of Israel. И книгу Бытие я называю происхождением Израиля. And it's after Abraham, Jacob, or Isaac and Jacob that we begin God moving to form this nation. И именно уже вот после жизни Авраама, Исаака и Якова Бог начинает уже интенсивно формировать эту новую нацию.
So we're going to have a few events relating to the establishment of Israel or the emerging of Israel. И у нас далее будет несколько событий, связанных с появлением Израиля и его установлением как нации. So Genesis is the origin of Israel. Итак, книга Бытия — это происхождение Израиля. Exodus through the book of Judges I consider the emerging of Israel. И книги Исход и Судей — это вот появление Израиля и его формирование, да, становление Израиля как нации. So let me break down the emergence of Israel into its parts. Давайте я разделю вот это становление Израиля как Emergence of некоторые Israel, части. we could say first, the formation of the nation. Ну, во-первых, мы можем начать с формирования нации. And God begins with a nation that's in bondage. Бог начинает процесс формирования нации с народа, находящегося в плену. We have the birth of the nation in the book of Exodus. The bondage and birth in Exodus. Мы видим рождение нации в книге Исход, рабство и рождение. First 4 chapters deal with the development or the preparation of the deliverer. Первые 4 главы имеют отношение к подготовке, к избавлению и подготовке, собственно, избавителя. Why are the children of Israel in bondage? По какой причине сыны Израилева оказались в плену, в рабстве? You remember the cycles of sin. Помните эти циклы греха? You see the cycles of sin affecting or involved with the descendants of Abraham. Мы помним вот эти вот циклы греха и дисциплины, которые сопутствовали жизни потомков Авраама. Abraham is a man of faith. Авраам, он, конечно, муж веры. Isaac is not the man of faith that Abraham is. He's lesser in terms of not only faith, but importance as well. Исаак, он, конечно, уже не настолько, как бы, крутой муж веры, да, в отношении именно в плане веры. То есть он, не настолько значимый, как Авраам, меньше про него сказано. There's very little faith in the life of Jacob. He's a deceiver, he's a liar. И веры у Исаака не так уж и много, а у Якова ее вообще меньше всех, потому что кажется, что он вообще обманщик, лжец и мошенник. Not a man of faith, he's a manipulator of events. Он не муж веры, он какой-то манипулятор и какой-то мутный тип вообще. And then when you see the sons of Jacob, you see that there's even further degeneration. А когда вы смотрите на сыновей Иакова, так вы видите еще большее развращение и растление. Joseph, they attempt first to kill, or they speak of killing him. Иосифа они вообще вначале хотели убить, они прямо обсуждали эти планы. Instead, they sell him to a caravan that's on its way to Egypt. Вместо этого решили проявить милость и продать в рабство каравану, который в Египет направляется. And then in Genesis chapter 38, you have intermarriage with the Canaanites. И вот в Бытии 38 главе вы видите там какие-то смешанные там мутные браки с хананеями. You see the cycles of sin affecting the children of Jacob. Мы видим, как вот эти циклы греха, нарастание греха все больше и больше поражает сынов Иакова. The story of Joseph is a story of God working to bring discipline to his children, to the children of Israel. Иосифа — это история того, как Бог действует, чтобы обеспечить такую хорошую отцовскую дисциплину своим сыновьям. Remember, the land is part of the covenant. И помните, что земля — это часть завета. But God removes them from the land. Но Бог их удаляет с земли ханаанской. And they end up in Egypt, where now they're in bondage. И они оказываются в Египте, где в конечном счете попадают в рабство. God predicted all of this in Genesis chapter 15. И Бог все это предсказал в Бытии 15 главе. And when the time of the Canaanites was fulfilled in terms of their corruption, И когда время хананеев, точнее время долготерпения Божьего в отношении хананейского растления истекло, God's going to judge, or the Egyptians rather, God is going to judge the Egyptians, Бог осудил сначала египтян, but He's going to also bring the children of Israel out. но также Он решил вывести народ израильский из Египта. So we have the preparation for deliverance in the first 4 chapters. Итак, в первых 4 главах мы видим подготовку к избавлению.
That brings us to our next major event, И the это приводит нас Exodus. к следующему ключевому событию, это исход. And eventually it'll be about 1445 is the date for the Exodus. И в конечном итоге где-то 1445 год мы считаем Another- датой исхода. Another event in history, historical event, Еще одно историческое событие, very, very important, очень важное, because if all of the nations are going to be blessed to the nation of Israel, поскольку если все народы будут благословлены через Израиль, there's no Israel right now. то как они могут быть благословлены, если Израиля еще нет? God's going to use the event of the Exodus to bring about the birth of the nation. И Бог будет использовать события исхода, чтобы, в каком-то смысле родить эту нацию. So let's take a look at that. Давайте рассмотрим это. And again, it's going to give us some insight into some aspect of the nature of God. И опять же, это дает нам определенные уже мысли, идеи по поводу характера Бога и атрибутов этого We're характера. going to see wrath and grace. Мы увидим благодать и гнев. Wrath on the Egyptians, grace towards the children of Jacob. Гнев на египтян и благодать в отношении сынов Израиля. The passage that summarizes this is Psalm 86:15. Отрывок, который кратко это формулирует, это Псалом 85. Actually, in the Russian Bible, 85:15. And let's read that. Boba, it's not your turn. Read Psalm 86:15. Прочитай его прямо с гостичной. Но Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. So God is gracious, Бог исполнен благодать, but He's also a God of wrath, но Он также Бог гнева. but He's also slow to anger. Но Он также медлен на гнев. And He is a God of loving kindness. That's another word of grace. И Он Бог многомилостивый, да, это еще одно слово, обозначающее, по сути, благодать. So we can learn more about God's wrath and grace from the event of the Exodus. И из событий исхода мы можем очень много узнать о Божьем гневе и Божьей благодати. Here's a different way of summarizing these periods of time. По-разному, это еще один способ как-то суммировать кратко все эти события. We call it biblical history, but it's really world history as well. Мы называем это библейская история, хотя по факту это история всего мира. We have the origin of the nation of Israel. Мы видим происхождение народа израильского. That's this long period of time from creation to about the time when То we есть have the это Exodus. то, что между этими палочками, видите, да? То есть это от сотворения до исхода. Это происхождение, предыстория народа израильского. And then we have a shorter period of time that I call the emerging of the nation. И потом более краткий период, который я назвал возникновение нации. And as we progress, we'll look at other time frames after that. По мере нашего продвижения посмотрим еще некоторые временные шкалы. So just like the timeline that will add events, will add periods of time. То есть точно так же, как на нашей основной временной хронологии мы добавляем события, мы их и здесь тоже будем добавлять. Okay? Происхождение и возникновение. So we're going to deal with the nation of Egypt. Итак, That's going to be the center of God's dealing. Мы будем сейчас иметь дело с египетским народом, они будут в центре того, что делает Бог. After the children of Israel were taken out of the land of Canaan, they end up in Egypt. После того, как народ, семья, по сути, Якова, Израиля была взята из Ханаана, они поселились в Египте. And by the way, on this map, the red lines are the present-day boundaries. Кстати, на этой карте красным обозначены текущие нынешние границы. So this is Israel right in here, this little strip, there's about 40 miles here, a little part in there. Нынешний современный политический Израиль, вот тут маленькая береговая полоска, там еще кусочек небольшой. This part here, the red all the way to the Jordan River, that's called the West Bank.
Вот эта вот территория вот здесь, то, что от красной полосы до реки Иордан, это все называется западный берег. That's occupied by Arab people. Западный берег реки Иордан, это территория оккупирована арабами. Shechem would be right here. Jacob's well is at Shechem. Сихем и колодец Иакова на этой территории также находится. This is Jordan, Это Иордания, Syria, Сирия Lebanon. и Ливан. Да. And I think this little piece is Iraq. И мне кажется, вот тот маленький кусочек это вообще Ирак. This is more of a biblical picture of the Exodus eventually, so we'll be dealing with events that pertain to Sinai and Egypt. Более библейская картина событий исхода, и мы будем в основном иметь дело с событиями, которые происходили в Египте и на горе Синай. So it's a longer period of time that we'll be looking at in the Exodus and following events. Поэтому уже более длительный промежуток времени мы будем рассматривать, говоря об исходе и последующих событиях. This is that step pyramid that I showed you a close-up photograph. This is from a distance. И вот эта ступенчатая пирамида, которую я показывал вам в самом начале сегодня. And let me use this slide to give you the background to the story of the Exodus. И давайте, используя этот слайд, поговорю с вами о историческом фоне событий исхода. The background goes all the way back to Genesis 15. Во-первых, исторический фон корнями уходит в Бытие 15 главу. That's where we have the first mention of the Abrahamic covenant. Именно там мы видим, как впервые упомянут Авраамов завет. In fact, let's read a couple of passages in Genesis 15. И давайте прочитаем несколько отрывков в Бытие 15 главе. Notice beginning verse 12. Обратите внимание, вот начиная со стиха 12. And let's see, you read already, Lola. Читал. Yulia, why don't you start in 12 and 13? Юлия, начни, пожалуйста. Genesis 12 and 13. Прочитай, пожалуйста, Бытие 12 и Бытие 15 глава, 12 и 13 стих. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами земли не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. This is part of the Abrahamic covenant. И вот эта часть Авраамова завета. In the giving of the covenant, God promises to Abraham that his descendants are going to be in bondage. They're going to be oppressed. Давая завет Аврааму, Бог уже заранее предсказал ему, что его потомки будут в плену, что они будут притесняемы. This is before he even has one child. Это еще до того, как у Авраама хоть один ребенок появился. Not only before Isaac, but even before Ishmael. И не только до Исаака, это сказано еще даже до Измаила. Your descendants will be strangers in a land that is not theirs. They're going to be taken out of the land. Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, то есть они будут забраны из земли. For 400 years, long-range prophecy. 400 лет, очень такое долгосрочное пророчество. Oleg, read verse 14. Олег, прочитай, пожалуйста, 14 стих. Але я вчиню суд над народом, у якого вони будуть у неволі. Після цього вони вийдуть з великим майном. Notice the promise there. He's going to judge that nation. Обратите внимание, здесь обетование. Бог собирается осудить эту нацию. He's going to judge the Egyptians. Бог собирается осудить египтян. And he's talking about, this is a prophecy of the Exodus. И здесь говорится о том, что то, что здесь говорится, это пророчество об исходе. Hundreds of years before, already promised by God. За 100 лет до событий исхода исход уже был обещан Богом. In fact, it's within the context of the Abrahamic covenant. И все это мы видим внутри контекста. Контекст — это Авраамов завет. Now he refers specifically to Abraham. Olia, you want to read 15 and 16? Ну и дальше уже говорится конкретно об Аврааме. Оля, прочитай, пожалуйста, 15 и 16. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости добрым. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Авареев доселе еще не наполнилась. Okay, so he talks about Abraham, and he's going to die, but the descendants will come back in the fourth То generation. есть говорится здесь об Аврааме, и
и о том, что он умрет, но его потомки вернутся сюда в 4-м поколении. They'll return to the land of Canaan. Они вернутся в землю ханаанскую. And he refers to one of the groups of the Canaanites called the Amorites. И здесь Бог особенно указывает на одно из хананейских племен, это Амореи. He's giving the Amorites time to repent if they would. Бог дает Амореям время покаяться, может покаются. This is what we talk about when we're talking about the cycles of sin. Вот об этом мы с вами говорили, касаясь циклов греха. God patiently waits, and He waits over 400 years. Бог терпеливо ждет, и в данном случае он ждал 400 лет. And then He's going to bring judgment. И потом Бог наводит суд. And for Israel, it's going to be grace. И для Израиля эти события будут проявлением благодати. For the nation of Israel, it's going to be, or for the Egyptians, it's going to be judgment. Но для египтян и потом хананеев это все будет уже судом. So it goes all the way back to the Abrahamic covenant. Поэтому все уходит корнями в завет с Авраамом. And I already mentioned chapters 37 and 38. We have the degeneration of the nation of Israel. И я уже упоминал вам Бытие 37-38 главу. Мы видим, что Израиль разлагается и развращается. Joseph is sold to the Midianites on their way to Egypt. Иосиф продан мадианитянам на пути в Египет. And we see the intermarriage in chapter 38. И в 38 главе мы видим уже смешанные браки с язычниками. And Exodus 1 through 14 is the bondage in Egypt, fulfilling what God promised in Genesis 15. И исход с 1 по 14 главу это плен в Египте, который является прямым исполнением обещанного Богом в Бытии 15 главе. And some of these structures were there when the children of Israel were in Egypt. И вот некоторые из этих конструкций уже были в Египте, когда там жили сыны Израиля. In fact, it's believed that some of the children of Israel built some of the pyramids of Egypt. И даже есть такое мнение, что некоторые сыны Израиля могли участвовать в возведении вот этих всех конструкций. Another photograph of the step pyramid. Вот еще одна фотография такой ступенчатой пирамиды. We talked about the foundation for the nations. Мы говорили уже о библейском основании для народов. And I mentioned that one of the things that God is doing is blessing the nations if they bless the children of Israel. И я уже упоминал, что нации благословляются тогда, когда они благословляют сынов Израиля. But He's also going to use Egypt. Remember, we have that other foundation to discipline the children of Israel. Но также мы видели, что Бог будет использовать Египет для дисциплинирования сынов Израиля. Eventually, the nations will be in the kingdom, and they'll be blessed in the kingdom. В конечном счете все народы окажутся в царстве, и где Израиль будет доминировать и получит благословение там. The nations are also part of heaven or the eternal state. И народы также являются частью небес и вечного состояния. So that's your biblical foundation for the nations. Вот это ваше Completed. библейское основание для народов, так сказать, оно уже завершено здесь. Народы будут прославлены в вечности. Okay. Можно еще раз? Could you turn back, please? If you want a verse for this one, Revelation 22, verse 2. Если хотите стих для последнего 8-го тезиса, то это Откровение 22:2. I see Revelation chapters 21 and 22 dealing with the eternal state. Я рассматриваю 21-22 главу Откровения как описание вечного состояния. Revelation 20 pertains to the millennial kingdom. Откровение 20 глава говорит о тысячелетнем царстве. 21 and 22 after the millennial kingdom, which would be eternity. 21-22 глава повествуют о следующем этапе, о вечности, после тысячелетнего царства. So part of the background, now beginning in Exodus 1 and 2, Moses is raised up. This is the background. Вот часть исторического фона для всех этих событий это 1-2 глава Исхода, возвышение Моисея. Okay? So that's the background.
Вот это исторический фон. Some of the specific verses that relate, I believe these verses relate to this is in Exodus. И некоторые вот конкретные стихи, которые связаны с этим, мы их видим в книге Исход. Let me see if we want to read a couple of these. Давайте прочитаем несколько из них. 1:8. 1:8 давайте прочитаем. Yeah, let's read some of these. Давайте прочитаем некоторые. Исход 1:8. Let's see. Olia, is it your turn? Оля, твоя очередь? Or Daniel? Exodus 1:8. Исход 1:8. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Okay, remember there was a king that was favorable to Joseph. Помните, что был фараон перед этим вполне благосклонный к Иосифу. Now we have a king that's not going to be favorable to the children of Israel. Но теперь у нас уже здесь царь, который далеко не благоволит к сынам Израиля. Katya, read 1:11. Катя, прочитай, пожалуйста, 1:12. І настановили над ними начальників податків, щоб його гнобили своїми тягарами. І він будував міста та запаси фараонові, Пітом і Рамесес. So the children of Israel are slaves and they're building structures in Egypt. Итак, сыны Израилевы стали рабами, и они вот сейчас строят разные конструкции в Египте. They're afflicted with hard labor. Они заняты изнурительным трудом. And then chapter 2, the first 3 verses. Vlad, you want to read those? Вторая глава, первые 3 стиха, пожалуйста. Прочитай. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. And that's the beginning of the story of Moses. И вот это начало истории Моисея. And it may have taken place in a place something like this. We don't know exactly where it was. Это могло происходить, например, в таком месте, но мы точно не знаем, где это было. But these are remains from ancient Egypt, and Egypt was a magnificent empire. И вот это некоторые руины древнеегипетских зданий, а Египет был, между прочим, очень такой развитой империей с очень впечатляющими культурой и строением. This is a chart of some of the pharaohs of Egypt. Вот эта таблица, показывающая некоторых египетских фараонов. And based on a revised chronology, it's possible that we can tie some of these major pharaohs with different events. И вот уже используя вот эту пересмотренную хронологию, мы можем, в принципе, связать ключевых египетских фараонов с библейскими событиями. Abraham lived probably during the time of Khufu, who built that one pyramid. Авраам, по всей видимости, жил во времена Хуфу, который построил вот эту здоровенную пирамиду. A second pyramid at Giza, Egypt, is built by Khafre. Вторая пирамида в Гизе, в Египте построена Хафра, с фараоном Хафра. That may have been, let's see, Joseph sold. Yep. Yeah, Joseph sold under the next one, yeah. Sesostris, the first one, Egypt, and Jacob. Скорее всего, во времена Якова правил фараон по имени Сесострис. Jacob's in Egypt now. И именно в течение его жизни Иаков и Иосиф были в Египте. Joseph died probably with this pharaoh. This is the one that is referenced in Exodus 1 that knew Joseph. Да, so like number 1 knew Joseph, number 2 did not know. No, this one is the one that knew Joseph. Да, и скорее всего тот Сесострис второй это тот, который знал Иосифа. And then there's another one that does not know Joseph that's mentioned later on here. И чуть позже, после вот этих Сесострисов, остался еще один фараон, который уже Иосифа не знал и знать не хотел. And this is a period about where Moses is born. И где-то в этот момент родился Моисей. Now this is a revised chronology that has an abbreviated time frame. И вот эта пересмотренная хронология, где временная шкала немножко сокращена, сужена. Okay? That fits into that shorter period of time from the И это позволяет
of Babel to Abraham. Позволяет нам вписать события египетской истории в достаточно короткий период между Вавилонской башней и Авраамом. Let's read 2:10. Давайте прочитаем Исход 2:10. See, that's your turn, Sasha. Саша. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараона, к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она: я избавил его. So we have Moses growing up. Мы видим, как Моисей подрастает уже. And Kostya, you want to read 9 and 10 of chapter 3? Костя, прочитай, пожалуйста, 3 главу, 9-10 стих. И вот уже Бог из сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу заблуждение, каким угнетает их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израиля. So this is the Moses. Moses will be the deliverer. Вот это уже Моисей, именно Моисей будет избавителем. And that's Moses, you recognize Moses. И вы все узнали Моисея, конечно. First implication. Итак, первый вывод из событий Исхода. God is now moving to fulfill the Abrahamic covenant. Бог сейчас начал уже активно исполнять Авраамов завет. In fact, there are several references to the Abrahamic covenant in the book of Exodus, right here. Исход прямо здесь мы видим несколько упоминаний Авраамова завета. For example, look at chapter 2, 23 and through 25. Например, посмотрите вторую главу, 23 по 25 стих. Bova, you want to read those Вова, three прочитай. verses? Исход 22 глава, с 23 по 25 стих. Спустя долгое время царь Египта умер. Израильтяне стонали в рабстве и взывали о помощи. Бог об их рабской доле дошел до Бога. Бог, услышав их стоны, вспомнил свой завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Бог посмотрел на израильтян и обратил внимание на их участь. See the reference there? Видите здесь упоминание о завете? Abraham, reference of the covenant of Abraham, Isaac, and Jacob. Упоминается именно завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Why does it mention all three of them? Почему все трое упомянуты? И Авраам, и Исаак, и Иаков. Почему? Все трое. Оце покоління Авраамових дітей. Because these are generations of Abraham's children. Churches, скажи, примерно. Yes. Перворідними як. So the covenant is made with these guys. With Yes. The covenant not only with Abraham, but also Isaac and also Jacob. А завет заключен не только с Авраамом, но с Исааком и с Иаковом. Именно по этой линии. That's why I gave you that slide that showed that it's reinstituted through the following patriarchs. Вот почему я привел вам этот слайд, который указывает, что завет был переутвержден с последовавшими за Авраамом патриархами. Now, does God forget? Но забыл ли Бог? No. Нет. But the text says God remembered His covenant. Но текст говорит, что вспомнил Бог завет свой. This is what we would describe as an anthropomorphism. Но это то, что мы описываем в герменевтике как антропоморфизм. Where God is presented like a man. You know, we forget, we remember. Бог изображается вроде бы как какими-то человеческими характеристиками и чертами, да? Потому что мы забываем, потом, вспоминаем. And it's from man's perspective, as man looks at it, it's almost like, God is remembering now. И с точки зрения человека это как будто Бог, посмотрел напоминалку, да, точно, я вспомнил. God never forgets. Да, но Бог никогда не забывает. But what it's emphasizing, God is now determined to take action. Но на чем здесь делается акцент, что теперь Бог уже решил действовать. And He's now fulfilling what He entered into covenant to do. И теперь Бог решил уже исполнять те условия завета, в которые Он вступил. It's a covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. И это завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Let's look at one more passage, and there's others.
there's chapter 6, but let's read just chapter 3, 6, and 7. Давайте рассмотрим еще один отрывок. Есть много их, но давайте 3 главу, 6 и 7 стих прочитаем. Yulia, do you want to read 3, 6, and 7? Прочитай, пожалуйста. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я знаю, сколько его. Okay, notice again, Обратите внимание снова. he's the God of Abraham. It's an allusion, not an overt statement, but an allusion to the Abrahamic covenant. Abraham, Isaac, and Jacob. Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Якова, и это аллюзия, это не прямое утверждение, но это аллюзия на заключенный завет. And similarly, you have chapter 6, 2 through 8, and there's a few other notes as well. И похоже мы видим в 6 главе со 2 по 8 стих, ну и в некоторых других местах. So, let's take a look at this Egyptian culture that is oppressing the children of Israel. Итак, давайте взглянем поближе на эту египетскую культуру, которая угнетают сынов Израиля. It'll help us not only to understand the significance of the Exodus, И это поможет нам не только лучше понять значимость исхода, but it'll help us to appreciate the power of God in dealing with that culture. но поможет увидеть силу Божью в том, как Он разбирался с этой могущественной культурой. First of all, that culture was polytheistic, so it's anti-God, anti the God of the Bible. Во-первых, эта культура политеистическая, то есть она антибожья, она направлена против Бога Библии. They had literally hundreds of gods. У них были сотни богов, буквально сотни. Remember, they worshipped creatures of all kinds. И помните, они поклонялись тварям самых разных видов. They worshipped the sun, they worshipped the Nile. Всему творению поклонялись солнцу, поклонялись Нилу. And in fact, what God is going to do primarily is judge them because they're rejecters of the one true God. И что мы видим, что Бог, по сути, в первую очередь будет судить их из-за того, что они отвергли единого подлинного Бога. In fact, Pharaoh himself was considered a god. И на самом деле даже сам фараон считался Богом. He expected the worship of the people. И он ожидал поклонения своего народа. And the people obeyed him as if he were a god. И люди слушались его так, как если бы он был Богом. Now another thing is they had a very high culture. They were not a primitive people. И еще один момент, что у них была очень высокоразвитая культура в Египте. And А это не были какие-то примитивные пещерные люди. Remember, the Egyptian Empire arises shortly after Babel. И помните, что Египетская империя восстала и установилась вскоре после событий Вавилонской башни. The oldest civilization we know of is the Sumerians, who were a high culture. Самая такая древняя из известных нам цивилизаций — это шумерская цивилизация. Также очень высокоразвитая культура там была. The second most oldest culture that archaeology has uncovered is the Egyptian Empire. Следующая по, скажем так, по возрасту из обнаруженных археологами культура — это как раз-таки Египетская империя. Very advanced culture. Очень продвинутая, развитая культура. In fact, the structures that they build stand to this day. These are photographs that I took from Egypt. И строения, которые они возвели, они стоят по сей день. Вот эта фотография, которую сделали в Египте. This is at Luxor, the Luxor Temple. Just a magnificent structure that still stands today. Например, это храм в Люксоре, потрясающее, очень поразительное по размерам строение, которое стоит до сих пор. Some of these structures are 4,000 years old, some of them a little bit less. 4,000, да, вот Луксорский храм называется, да. Некоторым из этих конструкций 4000 лет, некоторым чуть меньше. It's the temple at Karnak. These are also photographs I took, and you can see advanced abilities to write. Храм в Карнаке, и также очень, примерно вот того же периода. Вы видите, насколько была у них
сильная способность писать, рисовать, записывать, очень продвинутая письма. Again, we don't know how they cut these stones, how they transported them, how they placed them. We have no idea. Опять же, мы понятия не имеем, как они вырезали эти каменные колонны, как они их перевозили, как они их устанавливали. Это для нас загадка. Today we have cranes that have some ability to lift stones this size. В наши дни у нас есть, конечно, грузоподъемные краны, которые позволяют приподнимать каменные глыбы вот таких размеров. Did they have that technology or did they have something else? У них что, такая же технология была или что-то другое у них было? This gives you a perspective of the size of these structures. Это просто, чтобы вы видели, осознавали размеры этих всех конструкций. Magnificent, even standing today. We don't build things that last this long. Потрясающе. Даже вот с нашей, с нынешней точки зрения, мы не строим конструкции, которые столько бы выстаивали. We consider ourselves advanced. Мы считаем себя крутыми, технологически продвинутыми. Obelisk, how did they build? This is one piece, one stone. How did they keep it from breaking? How did they transport it? How did they stand it up? Ну, например, вот этот обелиск, да, это один кусок камня. Как они его вырезали, как они его перевезли, как они там на нем все это нарисовали, как они его поставили в конце концов, что он еще стоит. A lot of their history they recorded on some of the walls that we're still not sure how to decipher all of it. Многие вот свои как бы, исторические события, летопись, они изобразили на вот этих стенах, и мы, опять же, мы до сих пор не знаем, как они их там изобразили, и как они их поставили такие стены. And some of that history even refers to biblical events. Кое-что вот из этих исторических записей даже указывает на библейские события. Even this pyramid is a mystery to some. Why it's called the bent pyramid because it has an angle at a certain degree up to a point, and then it steepens as it gets higher. И вот даже вот эту пирамиду ее называют как изогнутая пирамида, да, и это тоже до сих пор загадка, почему на какой-то вот высоте как бы угол изгибается пирамида, и она становится вот чуть-чуть такой. So very high culture. Итак, очень высокоразвитая культура. Another characteristic of that culture is they valued stability and order. Еще одна характеристика этой культуры в том, что они, как немцы, очень ценили стабильность и порядок. In fact, their structures kind of give you an idea of the value of stability. They've lasted for 4,000 years, some of them. То есть даже эти строения, которые они отгрохали, они уже вам указывают на то, насколько ценилась стабильность. Строение держится уже 4000 лет. This is a well-organized, a well-structured society. Очень организованное, очень хорошо структурированное общество. So they had a high value of stability and order. В котором высоко ценится стабильность и порядок. The state or pharaoh was the means of salvation for them. И государство, и фараон являлось в этой культуре средством спасения. And the pharaoh also brought security to the people. И фараон также обеспечивал народу безопасность. And because of this, they viewed him as a god. И по этой причине они его рассматривали как Бога. Now God put the children of Israel with them because they were separatists. In other words, they did not intermarry. И Бог поместил Израиль в Египет также одна из причин была то, что они были, сепаратисты в том плане, что они не вступали в смешанные браки. Word separatist in modern Ukraine is a little bit, it has different sense. Different sense, okay. So you cleaned it up, I guess. То есть они не вступали в смешанные браки, они отделялись от иных народов. The Egyptians were the opposite of the Canaanites. Египтяне были полной противоположностью хананеев. The Canaanites freely intermarried. Хананеи в смешанные браки вступали только в путь. And Israel, had God allowed them to remain in Canaan, would have lost their identity. И если бы если Бог позволил Израилю оставаться в Ханаане, то они бы полностью свою национальную идентичность потеряли и размыли. So God puts them in a culture where they will maintain their identity as Jewish people. И
И Бог их поместил в такую культуру, где для них уже было реально сохранить свою еврейскую национальную идентичность.